2 дня своей жизни я тупо перебирала свою косметику. Все те помады, которые в органайзеры не влезут, я их просто выброшу. Я ебанулась. Наша машина стоит в 2 раза дешевле, чем вся моя косметика. Сегодня мы снова будем убирать мой срач. Большой косметический срач, который разросся у меня уже на 2 комнаты. Ладно, это не срач, а творческий беспорядок, хотя сути это особо не меняет. Так что в этом ролике я покажу вам всю свою косметику, ее организацию, хранение. И самая интересная идея, которая пришла мне сегодня в голову, а что если посчитать, сколько стоит вся моя косметика? Но я постараюсь хотя бы примерно узнать сумму всех тех богатств, которые на данный момент у меня просто раскиданы по полу в неимоверном количестве. Всем привет, с вами Лена Ягермис, и на моем канале много интересных и полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики. И разборов косметики в том числе. Как говорится, 1 раз в год и палка стреляет, 1 раз в год и Лена убирается. Я думаю, вы меня уже привыкли видеть на эстетичном фоне с красивыми макияжами. Но сегодня я вам покажу всю суровую изнанку блогерской индустрии. Потому что если в кадре все хорошо, то за кадром все выглядит так. Да, я свинья, я этого даже не отрицаю. Я думаю, так будет выглядеть намного правдоподобнее. Самое неироничное в данной ситуации, что я во всем этом сраче потеряла вот эти свиные уши, которые я собиралась использовать для съемок, и сейчас я их минут 10 ходила и искала. Но я думаю, что у многих блогеров примерно такая же картина остается после съемок, просто не все вам об этом говорят. Но я человек очень запаренный, то есть мне нужно сделать какую-то красивую локацию. Мне нужно очень много косметики, потому что у меня сложные креативные макияжи. У меня куча всяких каких-то украшений, заколочек, сережечек, каких-то, маленьких штучек, чтобы у меня в каждом видео были разные образы. И, в общем, благодаря именно всем вот этим вот деталям образуется настолько лютый срач. Потому что новый хлам появляется, и новый хлам копится, например, какие-то букеты, сухоцветы, гирлянды, мишура. И у меня очень часто происходит дедлайн, то, что нужно что-то срочно снять, потому что я не хочу вас оставлять без видео. И иногда просто от нехватки времени мне некогда здесь убраться, некогда поднять что-то с пола, пропылесосить, помыть. Соответственно, у меня тут складируется какая-то еда, шоколадки, кружки, чашки. Например, тут у меня несколько коробок из-под пиццы. И вообще вся эта комната выглядит как дурдом, как какой-то полный ужас, и такого не должно было быть. Но вся проблема в том, что в этой комнате просто ужасное эхо. Потому что тут нет никаких диванов, кроватей, шкафов с одеждой, чтобы хоть как-то поглощало звук. Но из-за этого дурацкого эха мне пришлось заказывать вот эти панели, которые вот у меня тут на днях отвалились. Тут на полу ковры, которые меня бесят. Везде развешаны какие-то тряпки, какие-то, пледы. И за счет всех этих непонятных, ненужных вещей, тряпок, ковров, тут просто создается огромное количество визуального шума. Еще на выходных, когда нас не было дома, тут произошел какой-то тотальный погром. Если вы подписаны на мой телеграм-канал, то, я думаю, вы уже наслышаны о том, что соседи сверху просто доводят нас каждый день до ручки. И они просто постоянно орут, бегают, прыгают, очень жестко шумят, двигают мебель. И, видимо, в субботу они веселились настолько хорошо, после чего с моей стены упало несколько вот таких панелей, гирлянда. В общем, сегодня обратно буду крепить эти панели и вообще разбираться с тем, что у меня тут происходит. Что у вас здесь происходит, блядь? И, как обычно, я просто не знаю, с чего начать, потому что тут все очень плохо, тут много вообще каких-то максимально рандомных вещей. Например, с последнего видео с лайфхаками из ТикТока у меня здесь зачем-то очки, зажигалка, банк с водой, вилка, сердечко. Тут же у меня просто куча какой-то косметики валяется. Здесь же 2 здоровенные коробки с разными рассылками. В этой коробке прям вообще много... Блять. Ягермисос пробивает дно. Да, в ней действительно было очень много всего, и теперь это все еще по всему полу. Классно. В общем, что я хочу сделать тут? Во-первых, убрать весь хлам. Во-вторых, убрать вот ту кушетку, потому что она занимает полкомнаты, но что-то мне не кажется, что она борется как-то с эхом. Больше похоже на то, что она просто сверху обрастает всяким хламом. Нужно собрать отсюда всю косметику и отнести ее в ту комнату, где у меня, собственно, хранится вся косметика, где мое рабочее место и гримерное зеркало. Соответственно, мне перед каждой съемкой приходится всю эту косметику туда-сюда таскать. Что-то из этого не влезает в коробки и просто складируется на полу.
Здесь у меня стоял большой органайзер с косметикой, который после падения панелей тоже наебался и рассыпался по всему полу. Просто валяется органайзер, и вокруг рассыпано просто куча разного косметоса. В общем, на эту штуку я хочу собрать один органайзер, в котором будут дубликаты моей любимой косметики, которой я пользуюсь постоянно. Здесь у меня теперь по всему полу валяется еще больше косметики. Кстати, зацените, какие у меня милые носочки с хрюшками. В этих носочках только по этому срачу и ходить. Здесь просто огромное количество елочных иголок, которые прям в этой гирлянде. Все это тоже надо будет пропылесосить. Кстати, вот этот красивый и чудесный сказочный фон сделал мой любимый мужчина, пока я была в отъезде. Просто что вы знали об идеальных отношениях. Тут у меня уже давно сухой цветок, который стоит на куче разных палеток. Здесь у меня все еще стоит новогодняя елка. Здесь у меня сухоцветы и гирлянды, которые тоже надо куда-то унести, вероятно, на балкон. Вот там плакаты, которые надо развесить на стену. Вот эту гирлянду с прошлого ролика тоже надо будет убрать. Ну и, конечно же, не помешает расчистить место у компа, чтобы туда влезло еще немного еды. И вот это просто сегодня мой здоровый завтрак. Шоколадки, семечки и кола. Покупайте курс от меня по здоровому питанию. Паукан, походу, в шоке от того, что сегодня здесь уберутся, поэтому вылез даже посмотреть на все, что будет происходить. Но перед тем, как начать убираться, поддержи это видео лайком, подпиской и комментарием, чтобы помочь продвинуть мои ролики на просторах Ютуба. Ну и чтобы помочь мне наконец-то прибраться, потому что если бы не Ютуб, я бы, возможно, тут не убралась бы никогда. Итак, я думаю, что стоит начать уборку со всякого крупного мусора. Например, вот эти вот коробки из-под пиццы. Но еще самое важное при уборке — вынести сразу отсюда всю ненужную мебель и весь ненужный хлам, который занимает много места. В общем, я очень долго думала над какой-то идеей, как убирать пространство, и мне пришла в голову одна гениальная мысль. Все, что связано со всякими аксессуарами для волос, украшениями, серьгами, оно все пойдет в одну кучу и потом сразу отправится в спальню. В другую кучу пойдет все то, что должно быть на кухне. В третью кучу я соберу всякие парики, какой-то крафт, всякие штуки, которые здесь на данный момент не нужны и которые отправятся сразу в кладовку. Но обязательно разделю отдельно косметику и отдельно кисти, которые надо будет пойти помыть. Вероятно, вы спросите, мол, что вообще за приколы и почему нельзя сразу выкинуть вот эти какие-то банки, мусор, семечки и так далее, потому что здесь как бы есть ведро. Прикол в том, что в Финляндии весь мусор сортируется. Соответственно, я не могу скинуть в мусорное ведро, которое подо мной, сразу и банки, и пакеты, и какой-то мусор. И сейчас самое время отнести все это на кухню, рассортировать и убрать как надо. Ладно, скажу честно, тут не всегда такой срач, но вот за последние дни полной работы я как-то вообще все это пространство запустила. Итак, я прибрала свое рабочее место и теперь хочу вот сюда на стену повесить два вот таких календаря. Просто распечатала их из интернета, очень удобно. Мне кажется, такие вещи, они наиболее наглядные, просто вешаешь на стену и все видишь. Так что благодаря этой теме я наконец-то буду помнить, какой сейчас год. 4, 5, 10, 5 утра. Тут у меня, в принципе, очень быстро очистился стол с гель-лаками. Ну а сверху здесь картина, которая пророчески показывает состояние этой комнаты. На своем рабочем столе я храню всякие важные штучки. Обычно это дезодорант, увлажняющий крем для лица и вот такой мист для лица, если мне хочется освежиться. Но обычно я включаю батарею и мне не хочется освежаться, потому что холодно. Ура, мы разобрали первую зону в этой комнате. Окей, я не скажу, что это выглядит прям презентабельно, но хотя бы это удобно. Произошло страшное, потому что у меня пиздался свет. Он прямо на мои сухоцветы. Сука, как же я зла.
Придется выкидывать мои красивые розочки. Я потратила на этот цвет больше 30 тысяч, и те козлы, которые его продают, они не удосужились сделать нормальный крепкий штатив. И в общем, эта хлипкая конструкция штатива не вывозит такой вес, и периодически свет падает. Хорошо, что здесь стена, и если бы не стена, этот свет тупо бы упал на пол, и мои 30 тысяч разбились бы нахрен об пол. Итак, сейчас самое время разобрать весь мой косметоз, который валяется тут по всему полу. Я думаю, что сейчас я возьму вот эту коробку от Beauty Bomb из рассылки и буду просто складывать туда всю косметику. И потом всю эту косметику я отнесу в другую комнату. И я думаю, отдельно вот в эту корзинку я сложу все грязные кисти. И вот из того угла еще немного косметоса. Тапки тут есть, господи. Кстати, остановите сейчас видео и напишите, как думаете, сколько стоит вся моя косметика. Потому что я, честно говоря, вообще даже не могу представить. У меня в голове разброс от 100 тысяч до нескольких миллионов. Поэтому делайте свои ставки, я в конце ролика все подсчитаю и скажу. Ай, блядь, иголка в ногу впилась. Ля, я забыла, что сзади меня еще засрат весь стол. Просто здесь куча грязных кистей. Блин, эти все кисти тоже грязные. Тут еще всякая косметика. Недавно я на барахолке купила этот стеллаж, и там я храню все свои рассылки косметики, все то, что я купила для съемок. Короче, здесь все то, что нужно в скором времени снять. Или не в скором времени. Ну не влезает. Ой-ой. Это рассылка от Wet n Wild, которую я не могу снять уже, наверное, с сентября или с октября. Мне безумно стыдно, потому что мне очень нравится их косметика. Я очень не люблю подставлять бренды, но недавно перед Новым годом у меня был период, когда у меня было очень много видео с обзорами косметики, со всякими рассылками. И ничего кроме этих обзоров не было, и у меня было такое ощущение, что просто моя любимая аудитория немного от этих обзоров подустала. Поэтому я решила поснимать чуть больше всякого разнообразного контента, попробовать новые форматы, а вот эта посылочка пока все еще, к сожалению, в ожидании. Вот так там много всего. Тем временем только в этой комнате у меня набралась вот такая здоровая коробка косметики. И вот эту штуковину я тоже туда отнесу, хочу в ней тоже разобраться, потому что там даже что-то есть вроде тоже из косметоса. В общем, рассортировала немного все, что у меня здесь валялось. В общем, вот это все пойдет в кладовку. Вот это пойдет в спальню, где у меня хранятся книги и украшения. Ну и здесь у меня косметика и кошка. Нафаня, не надо есть елочку, ладно? Ну что ж, как вы можете заметить, здесь стало в разы чище. Убралась просто куча всякого ненужного хлама. В этом углу тоже освободилось достаточно много места. Столы, наконец, тоже располагают к работе. Наконец-то эта комната похожа не на помойку, какой она была буквально несколько часов назад. И теперь самое время перейти в другую, не менее страшную комнату, потому что на данный момент там хранится вся моя косметика. Ну что ж, мои дорогие, добро пожаловать в ад. Лютый косметический ад, который мне сейчас придется полностью разбирать. Как видите, у меня здесь целых 3 вот таких высоких стеллажа, полностью заваленных косметикой. Также у меня еще вот этот стеллаж полностью заваленный косметикой. Еще у меня здесь полностью высортый стол с ящиком. За этим столом я стараюсь убираться достаточно часто, но вы меня, конечно, извините. Пару макияжей, и буквально мой стол превращается вот в это вот все. В принципе, прибраться тут было бы вообще абсолютно не проблемой, это заняло бы всего минут, наверное, 30. Но сейчас я понимаю, что у меня тут просто лютые проблемы с организацией. А все потому, что с начала деятельности на ютубе у меня прибавилось просто огромное количество косметики, и нужно все это куда-то деть и разложить это все как-то удобно и адекватно. К примеру, в этих шкафах у меня хранятся палетки, и они просто перестали туда вмещаться. Ну и вообще я этот шкаф немного запустила, потому что, ну, например, здесь у меня лежит пустой чехол для очков и кусок плитки из туалета.
О, боже мой, тут у меня маска, которую я использовала еще, наверное, полгода назад. В общем, надо будет со всех полок все это вытащить и расхламить. По сравнению с прошлым видео, которое я снимала год назад, сейчас я намного чаще провожу ревизию косметики. Соответственно, я не думаю, что в этот раз мне придется прям много всего выбрасывать, потому что, по сути, здесь у меня осталось в основном все мое, чем я реально пользуюсь. Зачем мне так много косметики? Я ее ем. Но у меня здесь все еще осталась огромная часть косметики, с которой я просто не знаю, что делать. Я периодически устраиваю распродажи в своем телеграм-канале и продаю там все новое с огромными скидками. Но проблема в том, что не весь косметоз, который мне не нужен, далеко не весь, я могу кому-то отдать или продать, потому что я им уже один раз попользовалась, либо не подошло, либо не понравилось, либо там цвет помады не тот. Но не буду же я бэушная, чем я мазала свои губы, кому-то толкать. Все же у меня тут не трэш-салон, хотя по количеству мусора выглядит вполне как трэш-салон. Ну, короче, у меня просто куча открытой косметики, с которой я не знаю, что делать. Например, в этой коробке на данный момент только где-то половина от всех моих тушей. Плюс я в той комнате еще показывала рассылку от соды, и в этой рассылке еще штук 20 или 25 разных тушей. Куда мне просто столько этих тушей? И просто по факту оно стоит, гниет и занимает место, но я не могу от этого избавиться, потому что я блогер. Я хотела начать с помад, но все же я думаю, что лучше будет начать вот с этой коробки. Также у меня здесь еще косметичка, которую я привезла из России, и тоже ее еще не разобрала. И я думаю, что сверху стола тоже можно все сюда скинуть и все это начать перебирать. Немножко косметики со стола. Думаю, что самая логичная идея будет сначала вытащить отсюда все палетки. Теперь вытащу отсюда продукты для лица. Как же это тяжело, вы бы знали. Еще и еж проснулся, сейчас будет бегать в колесе и нам мешать. Ну что ж, для начала я хочу разобраться с помадами и с базами под тени, потому что на данный момент у меня одновременно и помады, и базы под тени лежат вместе. Окей, помады. Еще одни помады. И еще одни помады. Карандаши для губ. И вот самое жесткое это вот хрень. Здесь у меня тоже помады и тональники. Итак, сортировка прошла успешно, вроде бы. Здесь у меня коллекция помад с глиттером. Здесь у меня все цветные подложки, а также черные помады. Тут у меня кремовые помады. Здесь всякие стойкие матовые. Бальзамы для губ, масла для губ и блески. Здесь цветные блески, тинты для губ и всякие непонятные помады, которые я вообще не знаю, что с ними делать, но, в общем, тоже надо их куда-нибудь убрать. Помимо того, что у меня было до, я заказала себе еще несколько органайзеров. Я думаю, все те помады, которые в органайзеры не влезут, я их просто выброшу. Логично? Логично. Не покупать же новые органайзеры. Потому что я живу в Финляндии, а Финляндия, если брать всю Европу, это такая какая-то там дальняя деревня. То есть здесь нету никаких Wildberries-озонов, которые тебе бесплатно в тот же день доставят любую нужную фигню. То есть обычно тут можно какие-то такие вещи купить либо с доставкой, которая будет длиться, ну, плюс-минус неделю, либо попробовать найти это где-то в магазинах, но если я заказывала этот органайзер, допустим, за 5 евро, то здесь он будет стоить 25 евро. Во-первых, я не понимаю логики, по какой я буду эти помады по органайзерам раскладывать. Либо их расставлять как-то по цветам. Например, здесь у меня будут нюдовые, здесь у меня будут яркие, или сортировать их по брендам. 2 hours later. 5 органайзеров с помадами, 1 с карандашами и еще 1 со всякими базами под тени, ну и тоже можно их использовать как помады. Здесь у меня всякие жидкие тени, жидкие блестки, какие-то подводки. Да, думаю, что с вот этим точно можно прощаться. О, это та самая ужасная подводка, про которую у меня очень давно было видео, из-за которой у меня просто вытекли гноем глаза. Конечно же, мы ее оставим. Что-то у меня тут уже просрочилось, высохло, что-то меня уже просто задолбало. Нафаня, сколько можно орать? Сейчас я хочу разобраться со всеми карандашами, подводками, лайнерами.
Короче, в плане организации косметики я поняла, что меня дико бесит всякие нестандартные формы. В принципе, это, конечно, выглядит красиво, но вот ни под один органайзер они не подходят, и за счет этого приходится что-то выдумывать. Наверное, сюда я отдельно сложу свои цветные карандаши. Так, ну, по-моему, это все выглядит уже более-менее. У меня есть вот те две полки. Раньше на верхней полке лежали линзы, а на нижней лежала всякая уходовая фигня. И сейчас, в принципе, я линзами не так часто пользуюсь, поэтому хочу поменять это все дело местами. И вот в этот дебильный органайзер я уже начала складывать какие-то крема. Кстати, нашла вот такую коробочку, она все это время лежала без дела, хотя очень красивая коробочка. Я подумала, что для линз она подходит просто идеально. Как раз самое время проверить, насколько мои линзы вообще живы. Вот эти контейнеры, они просто очень дурацкие, они красиво выглядят, но в них постоянно высыхает вода вместе с линзами, и линзам приходит жопа. Думаю, сегодня от этих дебильных контейнеров я избавлюсь, чтобы они не мозолили мне больше глаза. А еще у меня есть вот такая вот странная свинья, я не особо понимаю, зачем она нужна. Раньше я в ней хранила пудры, но как-то это слишком много места занимало. Но я думаю, пофигу, поставлю вниз, там как раз место вроде бы как освободилось. One day later. Настал второй день. Второй день, как я не могу разгрести все это дерьмо. Если я не закончу сегодня, то я, наверное, не закончу никогда. Ладно, вернемся к тому, на чем мы остановились, это линзы. Основной трабл с моими линзами в том, что они просрочены. Все. У меня там 50 пар просроченных линз и еще несколько пар склер. Я знаю, что это плохо, я знаю, что лучше так не делать, но мне впадло выкидывать линзы, которые я надела на 30 минут на фотосессию, и потом они провалялись год, и я их даже ни разу не использовала. И как раз такая история практически со всеми моими линзами. В общем, это все мое мнение, это мои глаза, я делаю все на свой страх и риск. Я не маленькая, я осознаю все последствия, поэтому окей, давайте без негатива. Просто мне правда их очень жалко, я не могу с ними расстаться. И я теперь хочу часть своих линз перебрать, потому что у меня до сих пор куча линз хранится вот в таких вот контейнерах. Контейнерах для анализов мочи. А вот здесь как раз случилось то, чего я больше всего боялась. Вот в этом маленьком дурацком контейнере у меня просто засохла линза. Ну, наконец-то, теперь моя коллекция линз выглядит презентабельно, и следующий этап — это вот эта коробка с каким-то неведомым хламом. Господи, она вся в пыли. Какая-то салфетка, кейс от сыворотки для ресниц. А еще здесь просто куча кистей. Это самые стрёмные в моей жизни кисти, которые я до сих пор храню, а храню я их, чтобы показать вам их в следующем ролике. Потому что на следующей неделе выйдет долгожданный ролик про кисти, о котором вы очень давно меня просили. Поэтому, если вам интересно, как собрать хороший кейс кистей и какие формы кистей использовать в макияже, чтобы мейк получился идеальным. Короче, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить полезное видео про кисти. Чтобы у вас, как и у меня, целая куча кистей не лежала вот здесь на выброс. Саня, открой, Саня. Короче, в этой коробке я сделаю отстойник. И я думаю, здесь же я буду хранить всякие штуки, например, какие-то трафареты вот эти убогие. Блин, почему я пыталась убраться, а у меня целый ящик снова засирается каким-то хламом. Сейчас самое главное, чтобы этот ящик влез вот туда вниз. Идеально. Перфект. Нет, не идеально. Окей, раз уж мы заговорили про кисти, я думаю, самое время убрать стол наверху, потому что там тоже куча каких-то кистей грязных валяется. И, собственно, пойти все эти кисти в ванну и помыть. Кстати, после моего прошлого расхламления косметики я словила достаточно много хейта по поводу того, что я не так мою кисти.
И причем я словила этот хейт даже не под своим роликом, а просто меня потом выложили в телеграм-группу, не буду говорить кому, и меня просто выставили на растерзание большому количеству людей, фанатов кисти-дрочеров. С моими кистями все нормально, отлично и прекрасно, в следующем ролике вы в этом убедитесь. И вообще я не особо понимаю, как незнакомых мне людей, каким образом я мою свои личные кисти. Может, меня там еще жопу мыть поучат? Попу мыть нужно каждый день. Я помыла все свои кисти, на это у меня ушло минут, наверное, 40. Сейчас они немного подсохнут, и буду их формировать по вот этим вот штукам. Ёж, почему ты мне мешаешь снимать, а? Скажи мне, пожалуйста, Ёж. Ёж просто хочет жрать, и таким способом показывает, насколько он голоден. Или ты показываешь, как ты задолбался от моих съемок, а? Ёж не даст мне нормально сегодня снимать, это прям 100%, потому что он будет либо чавкать, либо просить жрать. Тут как бы другого не дано. Я пыталась расхламиться, но потом я поехала на барахолку, поэтому я купила еще одну свинью. Кстати, расскажите в комментариях, что вас больше всего бесит из косметики в плане хранения. Наверное, для меня на данный момент самое сложное это хайлайтеры, потому что, как видите, они бывают вообще абсолютно разных форматов. И сухие, и гелевые, и кремовые, и в таких баночках, и в карандашах. И всегда прям очень тяжело найти для них место, но вот я пока нашла такую коробочку, но когда их станет больше, я не знаю, где их хранить. Я думаю, придется просто половину из них выкинуть нахрен, и тогда проблема решится сама собой. Просто, если тебя что-то бесит, выброси это из своей жизни. Философия от Ягермис. Но раньше самым большим моим геморроем были не хайлайтеры, а палетки теней, потому что их вообще было непонятно куда складывать. Но благодаря вот этим замечательным шкафам из Икеи я просто разобралась с этой проблемой раз и навсегда, потому что теперь у меня палетки хранятся как книги, и за счет того, что эти шкафы узкие, и палетки тоже узкие, туда, во-первых, много всего вмещается, во-вторых, очень удобно по полкам все палетки сортировать, типа на маленькие, на палетки побольше. И для палеток это просто идеально, я обожаю эти шкафы, и у меня такое ощущение, что через несколько лет все эти шкафы будут забиты только палетками. Блин, эти тени просроченные, наверное, лет на 15. Я помню, я их еще покупала в магазине Арбат Престиж. Кстати, бренд Виктория Шу Барселона. Сейчас, кстати, в России снова появился некий бренд Шу. Не знаю, короче, как это произносится, но, в общем, мне очень интересно их попробовать. Еще более мне интересно, есть ли какая-то связь между вот этим вот супер олдовым старым брендом и тем, что есть сейчас, потому что у них такие достаточно интересные и прикольные упаковки. Господи, это было так давно. Я их покупала, когда мне было лет 12, а сейчас мне 28. Зачем они мне здесь, я не знаю, пользоваться ими я тоже вряд ли буду. Но я не могу их выкинуть, потому что я барахольщица. Гитару тоже пока отсюда уберу. Вообще не знаю, зачем, что здесь делает гитара, но ладно, пофиг. Ладно, давайте уже наконец сортировать палетки. Мне кажется, это самое интересное. Сейчас покажу все, что у меня есть. Ну, что я вам могу сказать? Это все мои палетки. И вот это все тоже мои палетки. Я ебалась. О, господи, почему этого всего так много? Я в полном шоке. И это еще учитывая, что у меня штук 10 палеток в России, еще несколько палеток в той комнате ждут обзора. И теперь мне все вот это вот буйство красок надо как-то рассортировать, чтобы все лежало логично. Самый прикол в том, что многими из этих палеток я пользовалась 1-2 раза максимум. Зацените, как выглядят нормальные палетки и как выглядит Colourpop. Да. Я думаю, что вот это вот недоразумение надо склеить. А вот здесь вот палетки от Эллиан у меня тоже разбился рефил. Короче, я думаю, я сейчас погуглю, как склеивать вот эти разбитые рефилы. Честно говоря, никогда этим не занималась. Сначала я полностью измельчаю все тени и стараюсь это сделать как можно мельче. Затем добавляю в тени несколько капель медицинского спирта. Аккуратно все между собой перемешиваю. И теперь тени надо спрессовать. Для этого я беру что-то плоское, подходящее под размеры рефила. И через бумажное полотенце начинаю надавливать на нашу жижу с тенями. В принципе, это оказалось не так долго и сложно, как я думала изначально. И вот так выглядят починенные рефилы, надеюсь, палетки будут жить. Ну, вроде бы как распределение прошло удачно. Сейчас буду засовывать все это дело вот сюда на полке.
В этом отделении у меня разные хайлайтеры и палетки для лица. Тут у меня набор палеток от Unicorn Approved, 2 яркие палетки от Profusion и 2 яркие палетки от Beauty Bomb. Здесь у меня куча просто разных маленьких палеток, сложила их отдельно. Просто посмотрите, это шедевр. Здесь у меня палетки от Colourpop, несколько палеток Салика в голубых оттенках, а также Huda Neon и еще пару палеток, где тоже есть классные черные и голубые оттенки. Сюда я сложила нюдовые палетки с коричневыми оттенками, например, палетки от Alien. Ну и также помимо коричневых и нюдовых, здесь палетка от Ghost Tape, еще одна палетка от Clipage Pro с красно-розовыми оттенками и коричневыми. Здесь я разложила средние по размеру палетки, которые я тоже часто использую. Это куча разных цветных палеток от Соды, мои любимые китайские палетки от Юкенби, также палетка с сияшками от Beauty Bomb и палетка от КВД, но в отличие от остальных, ей я прям супер редко пользуюсь. На верхней полке у меня стоят 2 самые большие палетки, потому что они больше никуда не влезают. И это тоже 2 палетки от Юкенби, нюдовая и цветная. Я их очень люблю, часто ими пользуюсь, чего не скажешь о всех остальных палетках. Здесь у меня стоит палетка для грима, потому что она нужна мне не каждый день. Также здесь вот такая драконья палетка для контуринга от Lunatic Cosmetic Lab. А также сверху стоят те палетки, которые я терпеть не могу и пользоваться ими не буду. Но на всякий случай для видосов они у меня там хранятся. А также у моего макияжного стола валяется пакет с одеждой от Бездна, от Ава Мелиссы. Пока что он стоит здесь не разобранный, потому что мой шкаф тоже нужно разбирать, потому что там полный трэш, я уже вообще не понимаю, что там где находится. И те, кто подписан на мою телегу, прекрасно знают, чем закончился мой обзор на бренд Бездна. Мой добытчик пришел. Жать, да? О, они опять целый стакан соуса заебали. Круто. Ну что, тогда перерыв на пожрать? Да. Итак, следующее, что я хочу сделать, это собрать стеллаж из студии и отнести его туда. Во-первых, я уже выложила в этот органайзер все средства, которые универсальные, которые мне нравятся и которыми я часто пользуюсь. Здесь у меня тушь, синий карандаш для глаз, пару карандашей для бровей, гель для бровей, бальзам для губ, масло для губ, черная подводка и черный каял, прозрачный блеск, контуринг в стике, всякие клеи для ресниц, черно-белый аквагрим, пудра, какой-то крем. В общем, это в принципе база, без которой не обходится никакой мой макияж, поэтому это все отправляется сюда. Также на следующем ярусе у меня здесь какие-то кисти, тоник и средства для ухода, ватные диски, мицеллярка, точилка, короче, все то, что нужно, чтобы сделать и смыть макияж. Пора возвращать косметику обратно. Вот эту вот всю историю я выбрасываю, как я уже говорила в начале видео, тут будет не так много всего, как хотелось бы. Ура, я убралась! Я просто похлопаю. Ну что ж, добро пожаловать в мой обновленный гримерный стол. Вот в этом органайзере у меня стоят все кремовые помады, также все мои тональные крема и базы под макияж. Вот в этой штуке помимо свиньи у меня находятся черные и белые карандаши для глаз, а также подводки. Но это не самые мои любимые карандаши и подводки, поэтому я их использую редко. Сверху стоят мои любимые духи, а также всякие блестящие, красивые, жидкие тени и глиттеры. Короче, это такой блестящий сорочий угол. На этой полке у меня преимущественно находятся помады. В общем, здесь у меня стоит большой органайзер с моими любимыми жидкими матовыми помадами, а также всякие блестки без блесток, но с пигментом. В дальнем органайзере моя любимая коллекция стойких глиттерных помад. Здесь я храню все свои блески и масла для губ. Наконец-то, теперь у меня есть отдельный органайзер, в котором хранятся жидкие тени и подложки. Затем 2 отделения с тушами, с черными и с цветными. Опять же, это те туши, которые я не особо часто использую. Ну и, естественно, тут у меня под рукой также стоят все мои хайлайтеры. На нижней полке я разместила свой основной уход для подготовления кожи к макияжу. Здесь всякие крема, масочки, а также штуки для демакияжа. И также здесь затесался небольшой органайзер с продуктами для бровей. Тоже, кстати, продукты для бровей нормально разложить, это достаточно сложно. И так сойдет. Ну и на нижней полке разместилась вся моя коллекция просроченных линз. По-моему, так выглядит намного лучше, она прям мало места занимает. И даже в этом стеллаже осталось немного места для еще какого-нибудь хлама. Теперь самое время показать мой стол, который тоже нормально так заполнен. В этом органайзере у меня стоят цветные карандаши для глаз, также база для пигментов, клей для ресниц. Кисти я разделила на 4 части. Здесь у меня стоят большие кисти для лица, которые я чаще всего использую. Здесь коллекция пушистых, но плоских
обычных кистей. Тут мои самые любимые пухленькие кисточки для растушевки. И в этом стаканчике кисти для бровей, для макияжа губ. И всякие вот такие маленькие кисточки для графики. Сверху разместился органайзер с продуктами, которые я использую каждый день. Здесь мои любимые подводки, каялы, туши, консилер, гель для бровей. В общем, здесь все такое самое универсальное. Какие-то бальзамчики для губ. Вот эта штука, которой я теперь рисую брови. Да что ж такое-то? Иди на место. Ну и блеск для губ тут еще стоит, который, не влез, но придется теперь им пользоваться, значит. Снизу у меня хранятся скульпторы, жидкие и сухие, тоже которыми я чаще всего пользуюсь. И теперь открываем ящик стола. На самом деле в ящике стола по сравнению с моей прошлой уборкой ничего особо не изменилось. Здесь у меня целая куча всяких палеток с глиттерами и глиттер-гелей. Тут у меня реснички, пудры, консилеры и всякие разные румяна. Ну и самое интересное в этом шкафу, естественно, это все мои палетки, которые я вам уже показывала. Тут у меня основные бутылочки для ухода. Здесь хранятся тени-однушки. Здесь целая коробочка с пигментами. В этом органайзере мои цветные подводки, но тоже коллекция будет пополняться новыми подводками от соды. Тут у меня лежат спонжи, а также всякие штуки, которыми делать веснушки. В этом отделении находятся базы и праймеры. И два отделения, связанных с гримом. Здесь всякие гримерные штуки и глиттеры. А снизу целая коробка цветного аквагрима. В другой такой коробке коллекция моих ресниц. А здесь у меня хранятся не особо нужные кисти, а также жидкость для мытья кистей. Ну и в этом шкафу цветные спреи для волос, разные стразы, переводные татуировки. Здесь тоже разные стразы для макияжа, только уже в таком сыпучем виде. Коробочка с расческами, ножницы, пинцеты и всякие мелкие кисти для креативного макияжа. Здесь у меня лаки для волос и сверху косметика, которую я с прошлого года до сих пор не открыла. Мне кажется, там уже тоже что-то просрочилось, но я даже знать не хочу, что там. Ну и на самом столе сверху свинская коллекция, вся в хозяйку. А снизу мусорка и вот такое удобное отделение для плоек и ватных дисков. У меня такое ощущение, что я живу не дома, а в магазине косметики. И вот так круто выглядит теперь моя обновленная студия. Здесь просто идеальная чистота, мне кажется, такого не было с того момента, как я сюда заехала. И здесь у меня просто идеально вписался вот этот уголок с косметикой. Я не верю, что это наконец-то произошло, я просрала на это 2 дня. 2 дня своей жизни я тупо перебирала свою косметику. Конечно, как я и обещала, я провела расчеты всего того дерьма, которое стоит сзади меня. И я считала только декоративную косметику, которая стоит здесь. Ну и всякие тоники, мицеллярки и чутка ухода, который у меня стоит чисто у моего стола. То есть я не считала все то, что у меня лежит в ванной. Я не считала всякие средства, штуки для волос. Я не считала линзы, ресницы. И это учитывая, что я постоянно всю лишнюю косметику стараюсь продать, подарить. В общем-то, я посчитала все, что есть сзади меня, и оказалось, что моя косметика стоит гребаных 500 000 рублей. Ай, бля, кошка кусается. То есть я 500 000 рублей спустила на косметику. Господи, этот еж просто невыносим. Это какой-то кошмар. Почему у него настроение громить именно сейчас? Я даже не знаю, что можно купить за 500 000. Предлагайте свои варианты в комментариях. Например, можно купить квартиру-студию в новостройке где-нибудь, не в Москве, не в Питере, а, возможно, в каком-нибудь небольшом городке. Еще можно, например, купить машину. Самое тупое, что наша машина стоит в 2 раза дешевле, чем вся моя косметика. На всю уборку я потратила 2 дня. Так, я пытаюсь убежать от ежа. У меня опять болит спина, мне кажется, убираться мне просто противопоказано, поэтому следующая уборка будет как минимум через год. Я думаю, на этом моменте мы с вами прощаемся. Я пойду засирать свою комнату снова. А на моем канале все еще много полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики.